Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что ждет до конца года? Давайте с вами узнаем, что произойдет, что будет неожиданно, ну и вообще к чему приготовиться. И вначале мы с вами достанем три карты на колоде Таро иллюминатов у нас сегодня. Узнаем, как три знака судьбы или три карты, три важных события, поворотных события, возможно, до конца года. С чем это будет связано или в чем вам доведется принимать важные решения? Давайте с вами узнаем. А потом дополним на второй колоде. Переворачиваются карты. От вас потребуется какое-то однозначное решение или, знаете как, все может быть несколько сложнее, потому что для кого-то это могут быть те вопросы, которые вам нужно согласовать юридически. Или подписать важную бумагу, документ, договор, контракт, или, я бы сказала, переписать. У нас ретро-уран, мои дорогие, в знаке зодиака Телец. И это не совсем даже до конца года. Он пробудет до 4 февраля, поэтому как минимум до конца января вот какая-то да, загрузка у нас вполне может быть. И вот по Луне непонятно, как это сделать. А знаете, тут карта говорит, ты не торопись. Куда-то, вот для кого-то из вас вам конкретно говорят: не рвись куда-то, словно с места в карьер, словно в бой какой-то, да, потому что иногда у нас проходят люди в погонах. Иногда это, конечно, высокие чиновники, иногда это люди, как узкие специалисты, работающие с металлом, это тоже есть юристы, адвокаты. Но Луна — это, я всегда говорю, избегайте толпы, если это, ну, каким-то образом вот так вас затягивает, и вокруг много людей. Вам туда не надо, мои дорогие. Точно так же избегайте какой-то конфронтации, если это касается коллективов. Вам как будто между, вот, да, вот как по этой карте. Нам и не направо, и не налево, не в сторону волков и не в сторону шакалов. Вот аккуратно по направлению к Луне. Если можно так выразиться, конечно, перекладывайте на себя, но такая подсказка серьезная. Не торопись, правда, Овен. Может быть такая ситуация, когда, ну, это будет связано, ведь по Луне это тысячи неопределенностей, именно с внешними какими-то событиями. А вот вам нужно быть, как этот король мечей, тоже, то есть хладнокровие, рационализм. И может быть такое решение, которое раньше вы не принимали. Ну, пусть не для всех, но кому-то будьте к этому готовы. Итак, три карты, как три знака, три важных события. Три поворотных события, что случится, что произойдет. Возможно, это как раз и будет означать какое-то однозначное решение для вас. И мы продолжим на второй колоде до конца года. Что или кто, мои дорогие овны, вас удивит? Возможно, информация, возможно, обстановка, а возможно и человек. Что неожиданно? С чем или с кем будут связаны эти неожиданности? Ну и к чему же это все идет? Какое продолжение следует? Конечно, мы посмотрим в целом по основным сферам жизни, какие энергии, да. И первая карта. Чего ждать в сфере личных отношений, взаимоотношений в целом, личной жизни, любви. Чего ждать в финансах. И что ждет в плане достижений? У кого-то работа, согласование, документы, контакты, важные встречи. Итак, первый знак и первое важное, может быть, поворотное событие. Как будто лучше просидеть на двух стульях. Я вот только что об этом говорила. То есть и не да, и не нет. Как детская игра. Да и нет, не говорите. Вот конкретно знак судьбы, мои дорогие. И в то же время это карта спонтанности. Спонтанности на принятие тех решений, которых мы прежде не рассматривали. Но это не основополагающие, мои дорогие, решения. Нет, вот тут важно понимать, что эта спонтанность, допустим, вы слышите новость и думаете: дай-ка я перепроверю. И, может быть, вы отправляетесь в конкретное место, да, к юристу, чтобы узнать, как в отношении вас работает закон. Или куда-то вас приглашают, и вы тоже не отказываетесь, но идете так, знаете, как в разведку, аккуратно, потому что в любой момент по этой карте мы готовы отступать. Мы через опыт что-то примеряем на себя. А если видим, что не, нам такое не надо,
значит, ретироваться нужно будет как-то очень, вот как аркан Луна, вот так вот между. И не в сторону волков, и не в сторону шакалов. Вот такой однозначный, как знак судьбы, мои дорогие. И где-то приготовиться, возможно, 2 корабля, 2 символа Меркурия к тому, что все меняется. И словно жонглёр. Кстати, карта говорит: не трать много денег, будь внимателен к финансам. Тут явно будет что-то перестраиваться. Как будто обойдешься 2 пентаклями. Имеется в виду, э, самые необходимые траты. Вот странно, да, вроде декабрь. Мы тут подарочки готовим, правда? Но вот вам, мои дорогие овны, может быть, это касается работы все-таки пентакли, но где-то к финансам однозначно. Не время, знаете, ну, к примеру, если даже у вас одолжают деньги, но по этой карте мы не одолжаем. Тут наоборот мы удерживаем. Мы вот как будто даже небольшим количеством пытаемся провзаимодействовать, иными словами, прожонглировать, но вот нам уже дает подсказку колода карт, и поэтому, да, вот видите, еще раз, вот все то, что я сказала. Девятка Пентаклей– это карта материального благополучия. Вот, наверное, вот тот король мечей, который вам перевернулся, обратите внимание, нам девушка изображена, героиня, и очень бледное лицо, то есть невозмутимое, ей вообще никак. Но это, знаете, как идти к своей цели. Имеется в виду идти к своей цели так не напрямую, да, вот имеется в виду прямо, знаете, по головам. Вот есть такое выражение. Понятно, там какая-то коррекция. Но самое главное, не сойти с дистанции. Вот в чем смысл. Не поддаться на какие-то уговоры. Попробовать, да, примерить на себя что-то. Вот вы явно будете. Будут, может быть, и новости какие-то, или это ваши, мои дорогие, устремления, овны. Но даже при том, при всем, вот мы говорим о финансах, как будто деньги надо беречь. Они-то и есть, и вроде как будут. Но девятка, мои дорогие, девятка– это число перемен, переменчивое, вибрирующее. То есть это может быть как завтра, новый уже день, да. С другой стороны, вы сейчас, мы говорим, переменчивая 6, это всегда победа. Но вот именно это 9, а следом идет 10 или единица. Начало, начало опять какое-то. Поэтому вы пока чего-то можете не видеть, а деньги напрямую вам понадобятся. Или вы на что-то потратите, вложитесь, а потом понимаете, и зачем я это сделал или сделала. Финансы в центре внимания. Ладно, третье поворотное событие. Может быть, и хочется, кстати, отдохнуть. Вот смотрите, десятка жезлов. Где-то она нам тоже говорит. Подумай, в какие вопросы ты включился. Нам человек показан в дорогих одеждах, который несет 10 жезлов. И вот зачем он это делает, да? Первый вопрос. И обратите внимание, он смотрит как будто в землю. Нельзя смотреть в землю. Тут вот вам нужно держать руку на пульсе и понимать, что вокруг вас происходит. И при этом себя сохранять и буквально свое благополучие. Но двойка Пентаклей, она где-то тоже говорит, приготовься, что все будет меняться. Ну и девятка тоже, преддверие перемен. А мы можем этого не увидеть, потому что мы же не видим ничего вокруг. Если бы этот человек увидел эту облезлую башню, он бы у себя как минимум спросил, а зачем я туда иду? Зачем я тяну эти 10 жезлов? Конечно, значений у карт много. Иногда эта карта говорит о том, что у тебя как будто хватит сил. Так силы это тоже нужно рассчитать, понимаете? Сугубо на то, что сейчас для вас наиболее предпочтительно. Но по десятке жезлов мы часто, знаете, как в поговорке, уставшие люди делают ошибки. Китайская очень мудрая древняя поговорка. И это правда. Мы же света белого не видим, когда мы устали. Вот и человека тут согнуло. Поэтому помни, кому помогаешь. Очень символично. Мои дорогие, Хирон в вашем знаке зодиака. А Хирон в Овне– это как выход из какого-то повторяющегося сценария. Или выход из какой-то патовой ситуации, причем очень до боли буквально знакомой. И как Хирон– это символ израненного целителя. Я уже не буду останавливаться подробно, оставлю ссылки в описании под видео. И очень символично, хоть мы с вами до конца года смотрим, да, но вот уже где-то до середины декабря будут еще там планетарные транзиты, то есть до половины месяца здесь как-то какая-то активность может быть. Вторая половина, я здесь больше вижу, там штиль может наоборот быть, но уже с ноября тут что-то может как вихрь какой-то закручиваться.
Поэтому перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. Вас серьезно как бы карты хотят предупредить. Готовь, будь готов, точнее, к тому, что что-то будет меняться. Может быть, и по части финансовых систем. Может быть, это для тебя будет означать, что тебе придется перестроить свою работу, а то и куда-то отправиться внезапно, да? Но пока мы это увидим, мы пока не знаем. Нам как будто нужно вот эти перемены не уставшему встретить как минимум. Ладно, давайте будем узнавать дальше. Что или кто вас удивит? Король Пентаклей. Это близкий человек вас может удивить. У кого-то это буквально супруг. Ну или пусть супруга. По полу карту мы не рассматриваем. Именно близкие идут, да, с кем мы вместе проживаем. Или партнер по паре, да, пусть у вас отношения не оформлены. Хотя для кого-то из вас может удивить. Система отчасти, какой-то чиновник, банкир может вас, ну или не банкир, я уже буквально, а какое-то извещение, да, от банка или именно с финансовой позиции, может быть, это и руководитель по работе. С другой стороны, я не могу сказать, что всех вас обязательно что-то удивит, потому что это карта стабильности и консерватизма, хочется сказать. Вот, может быть, кто-то вас своим консерватизмом удивит, а почему бы и нет? Давайте узнаем. Может быть, знаете как, даже в пределах семьи, в пределах пары у вас одни планы, но они каким-то образом будут расходиться с вашими близкими. Что это? Знаете, тут что может удивить? Тут правда может удивить партнер или какой-то человек во взаимоотношениях, который, ну вот, вы в разных энергиях, вам может хотеться драйва. Ну, где-то вы и непоседы, мои дорогие овны. А как раз человеку хочется противоположного. Может быть, обстановка, мои дорогие, вас может удивить какой-то спор. Даже когда вы как будто, пусть это не для всех, но словно кому-то придется терпеливо так вот раз за разом повторять, объяснять, кому-то, может быть, из близких, или, может быть, это даже кто-то другой, да, почему вы именно вот занимаете вот эту позицию. Вас может удивить человек именно тем, что он ничего не хочет менять. Он уверен, что вот так вот будет продолжаться. Может быть, вы видите как-то обстановку вокруг вас особенно, да, вы ее чувствуете, а другой человек ее вообще не чувствует. Ему кажется, ну хорошо, вот значит так оно пусть и будет. Вот как идет, так и идет. Меня это устраивает. Вот именно какая-то, как торможение какое-то, или пауза, или двойственная ситуация, какой-то тупик, и человек в этом тупике вполне так себя счастливо чувствует. Это кто-то, правда, может быть, как вам по судьбе, иерофант. Вас может и, кстати, я должна сказать, что где-то удивить может, и вы сами себя можете удивить, потому что, вот если мы говорим девятка пентаклей, когда вы измените быстро как будто мнение. Раньше вы уже на что-то, может быть, почти согласились или уже хотели чем-то заниматься, и вдруг вы сами передумаете, да? Понимаете, потому что это будет какая-то зависшая ситуация. И вы знаете, такое может быть. Переделать вам захочется. Даже, может быть, какие-то прежние договоренности изменить. Вот пока не выпала карта Иерофант, а тут ведь если Иерофант и повешенный, а ведь и правда карты говорят, Овен, никуда не торопись и сам. И не случайно король Пентакли. Может быть, это кто-то из ваших близких вас будет от чего-то останавливать. И вот у вас одно мнение, а у человека противоположное. Здесь могут разойтись, да, мнения, потому что, ну, как будто мы думаем, что, ну, я прав, а человек ошибается. Карта Иерофана говорит, нет, сейчас важнее стабильность, мои дорогие. Поэтому, если легкость на подъем, да, может быть, это ваше чувство, когда, эх, сейчас стартану куда-то, надоело все, да, надоела какая-то рутина. Но тогда это нужно очень так продумано. Где-то ведь девятка пентаклей тоже нам о сохранении по части финансов. Вот узнавать что-то, да, или первые шаги в чем-то делать, но не отказываясь от чего-то, что уже стабильно. Вот это хорошо. А сказать, что мы тут прямо революцию какую-то в своей жизни проводим, то это точно нет. Вот, видимо, сохранять это искусство.
Что неожиданно, мои дорогие? Кто или что появится неожиданно? Новость может появиться, человек может с какой-то идеей появиться неожиданно или с какой-то новостью, буквально на ваш порог. Если вы, мои дорогие овны, занимаете руководящий пост, да, должность, может появиться неожиданно проверяющий, правда, будьте к этому готовы. Или в какие-то структуры вас могут тоже пригласить, вы можете получить буквально как извещение какое-то, да, или, может быть, даже бумагу. Какая-то обстановка будет, знаете, вот так накручиваться, может быть, и нагнетаться. У кого-то это в коллективе, у кого-то это, ну, просто вы так воспринимаете. Это, знаете, все же карта, когда мы ищем правду истинную, мы ее находим. Но также она обозначает бунтарь без причины. Вот что неожиданно, а какой-то бунт без причины. Может быть, внутри вашей собственной души, когда, эх, ну все надоело, хочется завершить что-то. И если прежде вы какую-то марку были вынуждены держать, а тут вот эмоции могут рваться наружу. Но вы можете точно так же неожиданно столкнуться с людьми, которые вас к чему-то уговаривают или призывают. Будьте внимательны. Это о чем? И еще одна карта, которая говорит: не торопись с места в карьер. Настанет время, все плоды упадут к твоим ногам. Добрые дела наспех не делаются. Вас кто-то может поторапливать, мои дорогие, даже. Ну, разные люди вас окружают. И кто-то как подначивает: давай, давай быстрее, или определяйся быстрее, скорее, а то потеряешь время. Извините за мой сленг, но так и хочется сказать: фигу ему покажите. Ну, правда. Вот смотрите, я ведь тут тоже сразу не поняла, что там или кто удивит, да? А я думала, что, ну, как-то тут ведь уже пауза, вроде бы все понятно, а потом выпадает иерофант, это всегда по судьбе. То есть по судьбе у нас какая-то ситуация, нас кто-то может останавливать, правда. Или, ну, есть доверенное лицо, по королю Пентакли это часто бывает какой-то надежный человек, с которым вы обсуждаете свою ситуацию. И он вам может как раз и говорить, что не спеши. А другой, третья, может быть, персона, наоборот подначивает. А по семерке Пентаклей нет. Мы тут точно никуда не торопимся. И в этом вы выигрываете. Вы буквально не торопитесь тратить деньги, карта финансового успеха. Может быть, это вам кто-то что-то действительно предлагает приобрести, а может быть, у кого-то это вопросы касаемые жилья, мои дорогие. И тогда будьте тоже внимательны, потому что по шестерке Пентаклей, кстати, у кого-то получится ситуация, когда к вам кто-то, вот с учетом, кстати, рыцаря мечей, придет на порог и начнет жаловаться. Жизнь тяжелая, денег нет, выручи меня. Будет вам подробно рассказывать свою историю. И, может быть, вы даже, мои дорогие овны, искренне хотите этому человеку помочь. А карта нам говорит: помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. И это будет неожиданно. Мы уже с вами об этом говорили. Деньги не тратим. Вот для вас это имеет какое-то основное значение, мои дорогие. Или не тратим, или перед тем, как, ну, даже если вдруг вам нужно, знаете как, заплатить за что-то, да, или вот прямо, ну, там по срокам что-то поджимает. Кстати, иногда нам приходит на помощь, на выручку по этой карте. Есть как будто люди, которые нас поддержат. Но все-таки я не могу сказать, что это вы кому-то даете в долг или начинаете какой-то проект. Вот это тут будет тогда, потом будут для вас какие-то неожиданности. Сохраняйте, вот чтобы этих неожиданностей не было. К чему это все идет? Ну, наступает тот момент, когда мы вынуждены выбирать как направление. И вы, кстати, к чему все идет, что что-то будет действительно меняться. К примеру, то, чем вы хотели заниматься, вы, скорее всего, переиграете, пересмотрите. Если это вопросы, вы собирались что-то приобретать, скорее всего, вы тоже что-то тут передумаете. Или, кто знает, вы хотите недвижимость приобрести, а потом в цене упадет. Или вы что-то купили, а потом вышло из строя. Или вы видите какой-то дефект. Вот тут правда, небольших покупков. У кого-то даже так. Мы как будто столкнемся с этой правдой, которая наяву, и нам придется что-то, ну, это не уже не переделывать, а как будто даже изменить направление от этой новости, понимаете? Вот к чему может все прийти. Давайте карту совета, как действовать. Ну вот дай завершиться какой-то ситуации. Всему свое время, это точно.
20-й старший аркан. А здесь у вас иерофант. Это прямо по судьбе какие-то ситуации. Может быть, и жизненные такие экзамены. Не оглядывайся назад. Может быть, это кто-то из хорошо знакомых людей, да, вот что-то вот есть же с людьми связывающие или какие-то общие темы. Пройди, Овен, декабрь, может быть, и январь, спокойно. Потому что тут вокруг тебя могут быть метаморфозы. Но на тебя они, вот так сказать, что активно, как будто нет. Тут, если есть какие-то грозы вокруг, они проходят мимо вас стороной. Но правильно провзаимодействовать с людьми. Согласитесь или откажетесь. Как вы это сделаете, да? Или дипломатично, или тут есть вариант конфликта тоже, мои дорогие. А вот вам именно нужно декабрь месяц как-то пройти в спокойном русле. И потом уже, видимо, постепенно, шаг за шагом вы будете видеть, зачем это все нужно. У вас как будто высшие силы, вам буквально 20-й старший аркан, суд, помощь высших сил. Они для вас другую стратегию и тактику предполагают, да, на последующий период уже с заходом на 2026 год. Как будто Овен, подожди выходить на авансцену, здесь пока себя побереги. Ладно, чего же ждет? Любовь, личная жизнь, но вот правда, недопонимание по вопросам финансов. Или просто финансовый недостаток, есть какой-то недоговорились. Что это? А это как какой-то одному, может быть, партнеру есть одно мнение, у другого другое. Или вам кажется, нужно делать выбор прямо сейчас, а карта нам говорит, да не торопись, тут ты вряд ли что-то изменишь. Что еще? Но не должно быть... Вот смотрите, у кого-то ссора была или может произойти, да, причем по пятерке пентаклей это что-то мелкое. Нашла коса на камень. Один одного мнения, другой другого мнения. И тут самое главное не переругаться. Прямо так и хочется сказать. Да, в конечном-то итоге сепарация только иллюзия. А вот примириться шикарно. Любовь. На любовь аркан влюбленные. Поэтому только эмоции могут нам помешать в плане достичь взаимопонимания с любимым человеком. Или пусть это с нашими домочадцами, с близкими. Держите баланс, мои дорогие. Что же там в финансах? Еще одна десятка мечей. Две. Делегируй какие-то траты, пересмотри. Может быть и так. Или делегируй часть вопросов, которые может сделать кто-то другой. Не пытайся, Овен, участвовать сразу во всех вопросах, во всех делах. Всем сразу помогать. А вас можно вызвать, потому что вы такие люди сознательные, мои дорогие овны. Вас легко где-то и разжалобить, и взять на эмоции. Почему нет? И хоть вы и достаточно устойчивые люди, но у вас есть такая черта – вы борцы за справедливость можете быть. Есть, правда. Ну, поэтому вот и Овен, знак силы, планета Марс. Ну, вот даже вот в таких случаях кто-то вас, зная ваш характер, может вас, вот и мы говорили, да, подначивать и на эту эмоцию выводить на какое-то согласие. Не торопитесь. Вы от начала до конца и ваши финансы. Потому что мы как будто можем неправильно потратить. И потом себя как в ноль обесточим. А вот что-то изучать, это было бы неплохо. А деньги есть, деньги будут. Но какие-то, знаете, как дебет-кредит пересмотреть. Или иногда это карта инструкции и рутины. Может быть, как работают новые финансовые системы. Мир в целом ожидает, что будут меняться как раз именно финансовые составляющие. И с какой бы страны мира вы ни смотрели мои видео, но системы взаиморасчетов, они действительно будут меняться, и, может быть, кто-то будет изучать. А у кого-то это изучение касается ремесла или творчества. Знаете, вот на сохранение и на как продолжение преувеличения. Вот однозначно одна из лучших карт в колоде на восьмерку пентаклей. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Ваши достижения. Ну вот, наверное, все то, что мы уже на протяжении всего видео говорим, не время скоропалительных решений, не время на эмоциях в принципе какие-то решения принимать, не время даже вот так вот из лучших побуждений. Ну вот Херон в вашем знаке. Это как проверка на прочность. Как ты сумеешь, может быть, Овен, красиво отказать кому-то и
Поставишь во главу угла не чьи-то интересы, а свои собственные. Туз пентаклей, начало, у вас как большое какое-то будущее. И планетарно ведь это тоже так, мои дорогие овны. По тузу пентаклей это могут быть и новая работа, это может быть и новое обучение, какие-то новые вложения, новые возможности по бизнесу, у кого чего касается, да. И вообще это ведь у нас тут пентакли как солнышко, новое направление в ваших достижениях. Где-то и помощь высших сил. А вверху у нас старший аркан, суд. Ваше время наступит. Но пока декабрь. Приведите как и мысли в порядок, так и дайте себе отдых. Видимо, в декабре лучше не участвовать в чем-то, нежели куда-то поторопиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю за ваши душевные комментарии, за вашу поддержку, помощь моему творчеству, моему каналу. Я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.